Приветствую всех на своем канале «Занятия для души. Вязание» с Натальей Волковой. В данном видео я вам хочу представить вторую заключительную часть видео МК «Как связать красивую женскую манишку на пуговках». Ссылку на первую часть видео МК я вам обязательно оставлю в описании к данному видео. Также в конце видео я оставлю фото других своих работ, а именно манишек, на которые вы при желании сможете найти бесплатные видео МК на моем канале. Итак, начинаем. Итак, я провязала еще немножко данную манишку, то есть вот у меня получилось вот таким вот образом у меня будет. То есть здесь вот еще будет отворот, то есть вот так вот я провязала эту манишку. То есть, как видите, сейчас уже очень хорошо и отчетливо виден рисунок, который будет в данной манишке. То есть вот это у меня идет ажурный узор, посередке идет у меня полоса с вытянутыми петельками. Здесь у меня получается рисовая вязка, то есть несложный вот узор рисовая вязка. То есть в общей сложности у меня 4 вот таких вот элемента декоративных. Вот идет второй, третий и четвертый. Это он у меня будет спереди. Вот он у меня будет, вот этот четвертый элемент. То есть в общей сложности я провязала, сейчас я вам скажу, сколько сантиметров. В общей сложности я провязала около 10 сантиметров. Вот это именно саму манишку. И после чего я закрыла петли. Но опять же, я закрыла петли не все. То есть вот с начала ряда я вот пошла вот таким вот образом обычно закрывать вот эти вот петли, закрыла. И осталось у меня вот в конце ряда вот такой вот участок. То есть это у меня будет вперед, который я хочу сделать совсем немножко подлиннее, чем основная будет часть манишки. После того, как я закрыла почти все петли, я оставила петли только спереди. То есть вот у меня это будет передняя часть манишки, которую я хочу сделать немножко подлиннее. То есть опять же, если вам, например, не надо, чтобы передняя часть была немножко подлиннее, то есть вы просто закрываете до конца данного ряда все петельки. Но я ее решила немножко удлинить, для чего я оставила здесь вот такое вот количество петель. То есть здесь у меня до основного центрального узора я оставила вот здесь вот точно такое же количество петель, как вот здесь вот у меня в конце ряда. То есть здесь у меня 21 петелька. И здесь я также вот после 2 изнаночных петелек оставила 21 петельку. Теперь, когда я буду вязать только переднюю вот эту вот часть, то есть я уже расширяющие накиды, вот эти вот, которые я делала в каждом лицевом ряду, я их уже делать не буду. То есть я просто буду вязать по рисунку. При этом в начале каждого ряда я буду делать убавление по 3 петельки. То есть сейчас на данный момент, сейчас я вам покажу, мало ли, если у вас будут вопросы. То есть сейчас на данный момент я провязываю по рисунку до конца ряда. То есть рисунок, я так думаю, что если вы уже провяжете какой-то участок данной манишки, то вы уже поймете, как он вяжется. Вот я довязала до конца ряда. Последняя у меня предпоследняя петелька изнаночная, кромочная, изнаночная. После чего я поворачиваю изделие и в начале ряда закрываю первые 3 петельки. То есть вот таким вот образом. С изнаночной стороны я обычно закрываю петельки изнаночными петельками. То есть 1, 2, 3. То есть вот я сделала 3 раза, убавила 3 петельки. Далее я вяжу обычно по рисунку. То есть вот я довязала до конца ряда, получается. Разворачиваю полотно, кромочное, изнаночное. И провязываю первые 2 петельки, то есть я их закрываю. Так как это лицевая сторона, то есть я закрываю лицевыми петельками. То есть 1, 2 и 3. То есть вот по такому принципу я провяжу еще какой-то участок работы, потом я вам покажу уже более подробно, какой это будет участок. То есть я буду закрывать в начале каждого ряда по 3 петельки. То есть я провяжу в общей сложности где-то 10-12 рядов.
после чего я уже закрою все оставшиеся петли. За счет такого убавления у меня получится, что передняя часть манишки, она немножко будет подлиннее, чем основная часть, вот, которая идет по бокам и сзади. После того, как я уже полностью довяжу вот эту вот заготовочку манишки, я вам покажу, каким образом я буду вязать планку под пуговички. Итак, я провязала еще немного переднюю часть манишки, то есть вот у меня получилось вот таким вот образом, то есть вот такое вот у меня будет закругление. То есть, естественно, после того, как данная манишка постирается, полотно будет более ровненьким, более красивым. То есть сейчас это еще полотно до обработки получается. В общей сложности у меня передняя часть получилась 14 сантиметров, то есть если у меня основная часть, она где-то 10 сантиметров, даже 10-11 сантиметров, то вперед у меня получился 14, чуть-чуть подлиннее. И плюс нужно учитывать тот факт, что все равно его потом необходимо будет немного облагородить, а именно обвязать крючочком, чтобы манишка хорошо и красиво уже смотрелась. Теперь следующее, что я буду делать, это я буду вязать непосредственно планочку, на которую будут пришиваться пуговички. То есть данная манишка именно будет расстегиваться по пуговкам. То есть начинать я буду с планочки, на которой будут пришиваться именно пуговицы, то есть на ней дырочек не будет. То есть это будет у меня вот эта вот планка, то есть которая будет идти к задней части, то есть где я провязала в общей сложности 10 сантиметров полотна, то есть вот на этой планочке. Значит, для чего я беру на спицы номер 3? Опять же, теперь на спицы я беру обычные коротенькие чулочные, потому что просто на таких спицах мне будет немножечко поудобнее работать. На круговых они немножко путаются и мешаются. Набираю 8 петель. То есть 8 петель у меня будет планочка небольшая. Для чего, после чего я начинаю вязать эту планочку платочной вязкой. То есть планка у меня будет платочной вязкой вязаться. То есть платочная вязка, если кто-то вдруг не знает, это когда в лицевом, в изнаночном ряду вяжутся только одни лицевые петли. То есть я вот снимаю первую петельку, далее провязываю 6 лицевых петель. То есть вот они у меня получились 6 лицевых петель. Крайнюю петельку, вот эту вот, я пока не провязываю, так как я в процессе работы буду привязывать данную планку непосредственно к самой манишке. Для чего я беру вот эти вот крайние 2 петельки. То есть вот, видите, по краю данной манишки идут вот такие вот петельки. То есть я подцепляю вот таким вот образом петельку боковую и соединяю ее с этой планочкой. То есть вот крайнюю петлю я надеваю и провязываю все вот этих вот 3, получается, петельки вместе изнаночной. То есть вот таким вот образом провязала я. После чего я поворачиваю данное полотно и вяжу платочную вязку обычную. То есть вот до конца ряда 6 петелек провязала, здесь с этой стороны кромочная, изнаночная. Далее я опять поворачиваю вот таким вот образом полотно, снимаю первую кромочную петельку, провязываю 6 лицевых петель. Вот у меня остается здесь крайняя вот эта вот петелька, которую я ее пока не провязываю. Я подхватываю вот эту вот двойную боковую вот эту петельку. И по прежнему принципу провязываю вот таким вот образом 3 вместе изнаночной. Вот, 3 вместе изнаночной провязала. Далее опять я поворачиваю полотно и вяжу дальше данную планочку. То есть я буду вязать планку и одновременно эту планку как бы привязывать к основному полотну, для того, чтобы ее потом не пришивать, потому что красиво пришить планочку, это тоже нужно еще постараться. То есть вот я опять же вяжу изнаночный ряд, то есть я провязываю лицевые петли, дохожу до последней петельки, не провязываю ее пока, подхватываю вот эту вот двойную петельку боковую. Вот так вот накидываю крайнюю петельку планки и провязываю все вместе изнаночной петелькой. То есть вот таким вот образом. Вот получается у меня с лицевой стороны вот как бы вот такая вот привязанная планочка. Далее я опять же
работаю по прежнему принципу. Вот довязала до конца, повернула полотно, снимаю первую кромочную петельку, провязываю 6 лицевых петель, крайнюю петельку вот так вот снимаю, и здесь боковые 2 петельки я подхватываю и провязываю все 3 петли вместе изнаночной. То есть вот по такому вот принципу, то есть вот видите, у меня получается вот как бы планочка, она сразу привязывается к основному полотну. Возможно, у многих станет вопрос, почему изначально нельзя было именно в процессе вывязывания вот этой всей манишки сразу вязать данную планочку. Я объясню почему. Потому что когда я дойду вот до этого участка, то есть где я закончила вязать полудвойную резинку, я буду вязать данную планку, соединяя вот этих вот 2 части. То есть у меня вот отворотка, она вот так вот будет соединена. То есть я вам еще это в процессе покажу, каким образом я это буду делать. То есть одновременно таким образом выполнить и связать основную манишку и сразу цельную вот эту вот планочку, ее выполнить так невозможно, чтобы вот соединить вот одновременно вот этих вот 2 части. Поэтому я вынуждена эту планочку вязать отдельно сейчас. То есть я довяжу вот до этого участка по принципу, как я вам показала данную планочку, и далее я покажу, как я буду именно вязать эту планку вот именно по горловине, по этой. Итак, я провязала немножко данную планочку, то есть вот у меня получилось вот таким вот образом, то есть аккуратненькая такая достаточно планочка. И когда я подошла именно вязать к полудвойной резинке, то есть на этом участке, я сложила вот эту вот отворотку вот так вот напополам. И теперь я продолжаю вязать данную планочку, соединяя вот этих вот 2 части отворотки. То есть я буду вязать следующим образом. Сейчас я вам покажу. То есть вяжу точно так же. То есть я снимаю кромочную петельку, провязываю 6 петель лицевыми вот таким вот образом. Далее снимаю, не провязываю вот эту последнюю кромочную петельку. Беру боковую петлю с одной стороны воротника, вторую вот эту вот боковую петельку беру со второй стороны вот этого воротника с отворотки. То есть у меня получается 2 петельки плюс 2 петельки. Накидываю вот эту вот боковую петельку и провязываю все петли изнаночной вместе. Вот таким вот образом. То есть вот я их соединила. Я привязала и планку, и плюс я соединила 2 этих части, этих отворотки. То есть еще раз повторяю, покажу вам еще раз. В принципе, оно, возможно, кажется, что это очень сложно. На самом деле это не сложно, и это удобный способ именно привязывания планочки, потому что если ее связать отдельно, то есть вот я подцепляю одну боковую петельку, вот вторую боковую петельку, и провязываю все петельки вместе. То есть если связать отдельно боковую планочку, то есть у вас тоже возникнет другая проблема, это то, что ее необходимо красиво и аккуратно пришить. А здесь вы, в принципе, одновременно и вяжете эту планочку, и соединяете ее. Поэтому, в принципе, как вариант достаточно удобный. Но, опять же, если он вам вообще никак не подойдет, то есть вы можете или обвязать крючочком, или что-то сделать другое. Вот еще раз последний покажу. То есть вот я подцепляю одну боковую петельку, вторую боковую петельку и провязываю все петельки вместе изнаночной. То есть по такому ровно принципу я буду довязывать всю горловину. То есть это вот до сюда я буду довязывать, как я вам показала. И покажу, что у меня в результате получилось. То есть сейчас вот у меня вот так вот получается. Не забываем, что, конечно же, после стирки, после там отпаривания аккуратненького, то есть полотно будет намного симпатичнее, красивее и ровнее смотреться.
Итак, я провязала планочку, то есть вот у меня она получилась вот таким вот образом. После того, как я уже здесь соединила с последними петельками, я просто-напросто все петли планочки закрыла. То есть вот у меня в результате получилась вот такая вот планочка. Теперь после того, как эта планочка сделана, я специально изначально начала делать именно вязать планку, на которую будут пришиваться пуговички, чтобы по ней можно было потом сориентироваться, каким образом я буду распределять эти пуговки и как мне нужно будет в результате на второй половинке делать петли. То есть для этого я взяла вот такие вот у меня вот голубенькие симпатичные пуговки. То есть вы уже в свое время можете подбирать пуговицы, какие вам понравятся. Я решила, что я сделаю 4 пуговки. То есть они так вот будут располагаться в какой-то степени достаточно близко друг к другу. Но это я специально сделала для того, чтобы не расходилась вот именно две половинки данной манишки в процессе носки, чтобы они не расходились. Ну и плюс ко всему, что в данной ситуации данные пуговки, они будут еще и декоративную функцию нести, то есть так как они такие достаточно симпатичные, то есть я так думаю, что они будут хорошо и красиво смотреться на данной манишке, еще плюс ее и украшать. Итак, каким образом я буду делать петельки? То есть я после того, как я приложила пуговки, я посчитала в среднем, сколько у меня получилось вот таких вот полосочек, и примерно вот так вот путем подсчетов и прикладывания пуговок я поняла, что я буду делать петли через каждые 8 вот таких вот двойных, вот как здесь, рядов. То есть я буду делать, опять же, вы это будете делать самостоятельно, потому что вы можете любое количество пуговок сделать. Опять же, если у вас длина будет немножко длиннее манишки, то есть у вас тоже вы будете самостоятельно рассчитывать именно расстояние между пуговками. Но я вам покажу принцип, по которому я это буду делать. Итак, после того, как я уже выполнила вот эту вот часть манишки, связала одну планочку, у меня остался вот такой вот моточек пряжи. Это у меня моточек пряжи от одного все еще мотка пряжи. И я так планирую уложиться в этот моточек пряжи, чтобы связать еще одну планочку и облагородить края манишки, чтобы не брать еще один моток, потому что, конечно, еще один моток брать мне не особо хочется. То есть, итак, я для начала так же, как и в первой планочке, набираю 8 петель. Вот 8, такое же количество я набрала. Вытаскиваю одну спицу и провязываю первый ряд. Опять же, довязываю не до конца, то есть я вот оставляю здесь одну вот эту вот петельку. И теперь я буду ее прикреплять, вот эту планочку. Вторую планочку я буду прикреплять именно сверху, то есть я пойду вот так вот сверху вниз. Во-первых, это вам будет удобнее именно при вывязывании петелек, потому что самое главное, чтобы у вас хорошо была вывязана первая петелька, и потом, если у вас, например, здесь внизу будет чуть большее расстояние до края манишки, в этом ничего страшного не будет. Но если вы начнете вязать эту планочку, например, с этой стороны, и не очень правильно рассчитаете количество рядов между петельками, то у вас может получиться такая ситуация, что вот здесь вот на выходе у вас последняя, например, петля будет вот здесь вот находиться. То есть это будет не очень хорошо и не очень красиво. Поэтому я буду начинать вязать вторую планочку именно сверху. То есть вот я провязала вот таким вот образом первый ряд, и дальше я буду работать по точно такому же принципу, как я вязала первую планочку. То есть я вот складываю вот таким вот образом две части, чтобы у меня было здесь все ровненько. То есть я беру петельку вот с одной стороны, вторую вот эту вот петельку я беру вот таким вот образом. Надеваю вот эту вот петельку последнюю из планочки и провязываю все петли изнаночными вот таким вот образом. Далее я поворачиваю работу
И вяжу следующим образом. Я снимаю первую кромочную петельку, провязываю 6 лицевых петель, кромочная, изнаночная, поворачиваю работу, снимаю петельку первую кромочную, провязываю 6 лицевых петель, последнюю петельку я снимаю, точно так же беру одну петельку с одной половинки, вторую петельку я беру со второй половинки, вот таким вот образом, крайнюю петельку накидываю и провязываю все петли изнаночными вместе, то есть вот таким вот образом. То есть вот у меня пошла здесь вот такая вот планочка. Вот здесь вот потом ниточка здесь зафиксируется, и оно будет красиво, соответственно, смотреться. Далее я поворачиваю работу, то есть вот у меня получается вот таким вот образом. И теперь я вот в данном ряду уже, чтобы у меня петелька была все-таки вот именно под верх данной манишки, в данном ряду я буду делать петельку. То есть каким образом? Я снимаю первую кромочную петлю, далее я провязываю одну лицевую петельку, далее 2 вместе я провязываю лицевой с наклоном вправо, двойной делаю накид, 2 вместе провязываю лицевой с наклоном влево, вот таким вот образом, 1 лицевая, кромочная, изнаночная. То есть вот это у меня вот пойдет, будет первая петелька. Далее я поворачиваю работу, провязываю следующим образом. Кромочную снимаю, 2 лицевые петельки, вот у меня идет двойной накид, то есть я провязываю вот таким вот образом 1 лицевая петелька и вот таким вот образом 2 лицевая петелька, то есть я как бы перекрещиваю эти петельки перед провязыванием. 2 лицевые, то есть вот у меня получилась вот такая вот дырочка. И последнюю вот эту вот петлю я провязываю по точно такому же принципу, как я и до этого провязывала. То есть я беру одну вторую петельку, накидываю последнюю петлю и провязываю 2 вместе изнаночными. Вот у меня получается вот такая вот планочка. То есть самое сложное это вот именно самые первые ряды вот при вывязывании данной планки, а дальше уже оно идет полегче и попроще. Дальше все мы начинаем вязать по принципу, что я вязала и первую планочку. То есть вот у меня первая вот здесь вот петелька образовалась. Вот я довязала, последнюю петельку я соединяю с самой манишкой. Вот таким вот образом. И опять же по такому же принципу я дальше вяжу данную планочку. Еще немножко вам покажу. И далее буду уже вязать за кадром. То есть вот у меня получается такая же планочка, как и с другой стороны. Только единственное, что она у меня теперь здесь идет с петельками. Будет с петельками. Так, вот у меня получается вот таким вот образом. То есть вот будет планочка, здесь потом эта ниточка, она зафиксируется с основной частью вот таким вот образом. Вот. От первой петельки через 8 вот таких вот рядов, то есть что соответствует 16 обычным рядам вязания, я буду делать вторую петельку. Вторую петельку я буду делать точно по такому же принципу, как и первую петельку. Обязательно не забываем проверить, чтобы пуговка у вас спокойно входила в данную петлю. То есть вот у меня она спокойно проходит. То есть вы тоже
посмотрите, чтобы у вас эта петелька спокойно проходила, потому что не забываем о том, что если вы вдруг возьмете или большего размера, или меньшего размера пуговку, то, возможно, вам такой вот вариант вывязывания петельки, он не подойдет, как я вам показала. То есть в моем случае пуговка очень даже хорошо проходит в нее. То есть далее я буду вязать эту планочку за кадром, покажу вам уже вариант, как у меня получилось, когда я ее довяжу. То есть не забываем, что когда вот здесь вот закончится вот этот вот участок, где вы будете соединять две половинки отворотки, то есть далее вы вяжете, просто соединяя вот с этой вот частью манишку и планочку соединять будете. То есть далее я буду уже работать за кадром и покажу вам, что у меня получилось. Итак, я довязала вторую планочку, то есть вот она у меня получилась, это вторая планка. В процессе работы я сделала 4 петельки. Петли все делала по принципу, как вам показывала. Расстояние между каждой петелькой по 8 вот таких вот рядов, что соответствует 16 именно в вязании рядов. То есть обязательно проверяем, чтобы везде было количество вот этих вот полосочек одинаковое, чтобы у вас расстояние между пуговками также было одинаковое. То есть вот такая вот у меня получилась планочка. Обязательно также после того, как вы свяжете, необходимо вот таким вот образом приложить этих две планочки, проверить, чтобы они были одной длины, потому что чтобы не получилось, что у вас в процессе вязания одна планочка будет длиннее второй. То есть вот таким вот образом приложили, посмотрели, что у вас все ровненько. То есть и теперь единственное, что мне остается после того, как я уже все, можно сказать, что связала, это пришить пуговки. То есть пуговки я буду пришивать вот на эту вот планочку, то есть 4 штучки у меня будет пуговки. И также я хочу немножко обвязать данное полотно, именно облагородить край. То есть вы можете обвязывать по принципу, как вам нравится, как вы захотите. То есть можно или ракушками обвязать, или просто вот столбиками с накидом обвязать. Я, ввиду того, что у меня все-таки ниточек не особо много осталось, то я, скорее всего, что просто обвяжу рачьим шагом. То есть обвязку я начну именно вот с этой вот планочки, где у меня петельки будут, так как рачий шаг, он идет обвязочка в обратную сторону. То есть сейчас я немного покажу, как я это буду делать. То есть таким образом я и облагорожу вот эту вот саму планку. То есть закрепляем ниточку. И далее я начинаю вязать. Рачий шаг, он идет в обратную сторону. То есть 3 делаю воздушные петельки. Далее завожу крючочек в боковую вот эту вот петельку. И вот таким вот образом провязываю 1, 2 следующие. Через одну петельку я также ввожу и провязываю. Крючочек я для этого взяла 2,25. То есть вот через одну вот эту вот петельку боковую завожу сюда крючочек, вытаскиваю вот таким вот образом петельку, фиксирую 2 воздушные петельки. Через одну опять же завожу сюда крючочек, фиксирую, так вот делаю столбик без накида, вот таким вот образом 2 воздушные петельки. Но опять же в данной ситуации каким образом вы будете обвязывать, это не столь принципиально. То есть вы можете обвязать любым удобным вам способом, но опять же, чтобы при этом вам хватило пряжи. Потому что я выбрала такой способ обвязки именно по той причине, что я хочу, чтобы мне одного моточка хватило. На ракушке, вот не знаю, хватит ли мне этого вот именно остатка пряжи. То есть поэтому я буду рачьим шагом обвязывать. Он немножечко, но поменьше все-таки берет пряжи. То есть вот по такому же ровно принципу, вот рачьим шагом, то есть вот у меня получается вот таким вот образом. Я довяжу до конца этой планочки, развернусь и начну обвязывать
вот в круговую всю эту манишку. То есть вот до сюда я обвяжу. Опять же, если там, например, пряжи не очень будет много, то есть я довяжу вот до этого участка. Если же у меня пряжа будет позволять, то я обвяжу вот до конца этой планочки. То есть это я уже посмотрю по ситуации. Значит, после того, как я уже сделаю полную обвязку, обязательно не забываем, что необходимо убрать все ниточки, которые у вас останутся в процессе работы. Пришить необходимо пуговки, то есть я их пришью. Обязательно необходимо постирать данную манишку, чтобы она уже приняла свой окончательный внешний вид и уже выровнялся у нее узор. При желании вы можете пришить какую-нибудь бирочку handmade, ручная работа, то есть это уже на ваше усмотрение. То есть все это я сделаю уже за кадром и покажу вам конечный вариант, что у меня получилось. Итак, я уже доделала полностью данную манишку, то есть я ее постирала, высушила, убрала абсолютно все ниточки, которые торчали, пришила пуговки, то есть вот таким вот образом. Кстати, если вы обратили внимание, пришивала я пуговки именно той же пряжи, которую я и вязала, то есть оно в принципе смотрится достаточно интересно как вариант, то есть именно пряжи, которую вязала я. Значит, вот таким вот образом у меня получилась эта манишка спереди. Вот таким вот образом она чуть-чуть покороче, она смотрится сзади, при этом она очень хорошо сидит, и в том числе сзади. Она хорошо сидит, ничего не тянет и не топорщит. И в то же самое время, если вы, например, захотите связать данную манишку чуть-чуть побольше, потому что я так думаю, что у меня эта манишка получилась где-то на размер 46-48, вы, конечно же, ее можете выполнить и на больший размер, то есть вам просто нужно будет основное полотно, которое я вязала, связать более длинным. Но единственное, сразу могу сказать, что если вы будете вязать данную манишку большего размера, то есть вам нужно будет и большее количество пряжи. Не забываем об этом, пожалуйста, так как у меня осталось от одного моточка пряжи вот буквально вот такой вот моток пряжи. Поэтому, если вы будете большего размера вязать, берем сразу 2 моточка. Пуговки очень хорошо расстегиваются, очень удобная такая вот моделька, то есть вот они все функционируют, то есть вы можете или несколько их расстегнуть, или полностью при одевании, то есть это вы уже сами будете смотреть, как вам будет удобно. То есть вот такая вот у нас получилась манишечка. Итак, кому понравилось видео, было для кого оно полезно, обязательно ставим лайк, подписываемся на мой канал, чтобы не пропускать в дальнейшем интересную и полезную информацию. До новых встреч!